Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня на мне блузочка летняя, без рукава, вот с таким очаровательным крылышком. Вот вы видите, чудесная драпировочка на плечике. Это блузочка. Она с такой красивой ткани, сделана летней, с синичками, цветочками. Мне захотелось из этой ткани пошить себе что-то летнее. И вот у меня родилась вот такая вот девичья скромная модель, нежная, романтичная, с такой интересной оборочкой, пелеринкой. Мне хотелось, чтобы она была аккуратная. Я подобрала тесьму кружевную, насыщенную, контрастную. И она прекрасно закомпоновалась с моими птичками, прошлась по краю моей оборочки, вот по всей длине моей оборки, и подчеркнула, украсила и блузу, и мою эту пелерину. Подобная оборка у нас может быть полностью из кружевной полосы или же из любого другого материала, однотонного, шифонового. Блуза может быть с рукавами. Но главная фишка заключается в том, что если мы эту оборку нашу раскроем, то низ выложится в абсолютно ровную линию. То есть как раз удобно использовать кружево с купоном. Оно при драпировке, при крое выкладывается вот в такой оборочку с прогибом, но при раскрое это абсолютно ровный низ. Предварительно была изготовлена маечка, обработаны проймы и осталась не обработана горловина. И вот как раз вот эта пелеринка, она у меня, вот она полностью поднимается, она и обработала мою горловину. И сзади, вот здесь как раз эта пелеринка обработала мой разрезик по центру спинки. А сейчас, как я создавала свою пелерину, мы подробно с вами разберем. Вы видите выкройку 1:1 в масштабе моей пелерины. Здесь спинка и перед. Это полоса длиной 1,30 м, шириной вот это линия плеча и линия низа нашего купона. И вот здесь ширина 16 сантиметров. Соответственно, вы можете подобрать кружево, ну, допустим, 18 сантиметров, 20 сантиметров шириной, и из этого кружева сделать чудесную пелерину на своей блузе. Я как раз изобразила купон по низу, край нашего кружева. Также может быть ровная шифоновая полоса, вот, из которой как раз я ее и раскрою и покажу, как делать эту нашу пелеринку. Вот у меня выкройка. Здесь спинка, перед, сгиб по переду. 32 сантиметра до нашей оси от переда и от спинки. Общая длина в половинном размере 64 сантиметра. У меня по переду удаление до линии плеча на расстоянии 12 сантиметров, углубление 8 сантиметров.
По спинке углубление 3 сантиметра и также 12 сантиметров наша горловинка. Плечо длиной 6,5 сантиметров, уклон его 2 сантиметра. Но это параметры могут быть ваши. То есть, может быть, вы захотите меньше здесь углубления или там чуть-чуть длиннее плечо. То есть, это уже нюансы, которые могут регулироваться индивидуально. Вот. Мы сейчас делаем акцент на нашем крылышке. Для крылышка мне понадобилась раздвижка на 4 склады по 7 сантиметров. Также у меня помимо этих 4 склад будет еще одна внутренняя складочка на 3 сантиметра. Вот вы сейчас поймете, для чего эта складочка нам нужна. То есть вы сейчас можете просмотреть крупным планом все эти размеры. Моя пелеринка, она не большая, не маленькая, аккуратненькая. Вот как раз по объему такая благородная, аккуратная пелеринка. Мне не хотелось, чтобы это была пышная, тяжелая оборка на плечах. Результатом я довольна, поэтому и с вами захотелось поделиться этой своей выкройкой. Для построения этой пелеринки я отталкивалась от основы своей маечки. То есть, соответственно, маечка моя прямая, ровная и входит в манжет, горловинка лодочкой и выточки из проймы. Я люблю такие выточки, они аккуратненькие, не длинные, и мне подходит эта форма выточек. И вот уже отталкиваясь от вот этих вот своих размеров, то есть у меня от нашего центра, от оси, плечо удалено на 12 сантиметров и ширина плеча 6,5 сантиметров. И соответственно вот здесь у меня появляется моя пелеринка. Это то, от чего я отталкиваюсь. Углубление по горловине 8 сантиметров. А вот эта вот ширина у меня здесь остается тоже 8 сантиметров. Это по переду. У меня нет шва по центру, у меня здесь гиб. Шовчик у нас по спинке. По спинке и углубление на 3 сантиметра. Здесь в этой части разрез с пуговичкой. Для того, чтобы моя прямая линия развернулась и перешла с переда на спинку, у меня вот в этой точке возникла необходимость в складах, в драпировке. И вот как раз край моего плеча 6,5 сантиметров. Вот здесь у меня и будет 2 склады спереди и 2 склады сзади. За счет этих склад как раз моя прямая и делает разворот по плечу. Также, чтобы наша пелеринка приняла не только разворот по окружности, но и вот эту вот форму, вот такую по плечу закругленную, мне необходимо сделать вот здесь вот еще складку, приподнять вот этот вот вверху край на 3 сантиметра. То есть у меня получается 2 склады по 7 сантиметров. И потом я еще как бы поддернула вот здесь вот складочку на 3 сантиметра. Ну, сейчас я вам уже непосредственно в крое покажу, как это быстро и просто создается. Блуза была предварительно вся сшита, обработаны были проймы и была заготовлена отдельно моя пелерина. И потом я их просто между собой соединила. Таким образом еще и обработав горловину. Так, сейчас мы будем кроить. Я подготовила
полосу. Вот она абсолютно ровная полоса, чтобы было понятно. То есть вот вы можете взять кружево такой же ширины и длины. Здесь сгиб. И я так сразу на сгиб и выкладываю свою полосу. Это мой перед. Вот. А это спинка. Ну и выкройка. Вот я выкройку выкладываю тоже так же, чтобы у меня был припуск сантиметровый вот со стороны спинки. И край моей ткани попадает на край моего купона. Так, я зафиксирую булавочками. Весь акцент, вот это у меня плечо, весь акцент на мое крылышко. Значит, что мы вырезаем? Мы вырезаем наше плечико, даем припуск. Я вырезаю сейчас горловины. Вот горловина спинки проходит с припуском сантиметра. И мое плечико вырезаю до складочки, до начала. Вот, я подставила надсечку. Теперь то же самое с этой стороны. Так, горловинка. И по переду мы по центру тоже сделаем надсечку. Вырезаю плечо по переду. Значит, сейчас вот у вас может быть, в зависимости от вашей основы, разный наклон плеча. Поэтому вот эта вот форма моих склад у вас может быть немножко изменится. Поэтому вы вот эти точки соединяете. Вот они проходят по одной линии. Вот все мои склады, вершинки проходят естественно, по одной линии. И мы, соответственно, 7 сантиметров, вот 4 склада по 7 сантиметров. И мы делаем насечки. Вот таким образом. Вот как раз по моим складам. Вот это вот серединка, конец плеча и 2 склады. Но вот оставляю сантиметровые припуски. Но вот это вот пока что мы не срезаем. Мы это срежем, когда соединим наши плечики. Вот я сейчас беру, откалываю выкройку. И соединяю вот мое плечо. То есть мы с точечками. То есть вот у меня первая точка, потом вторая точка. Вот они, все мои насечки должны совпасть. Они по прямой. Вот они по прямой. Вот так ровненько складываются. И с этой стороны я тоже вот насечку соединяю. Вот. И дальше вот. Я соединяю, то есть у меня вот здесь тоже остается прямая линия. Вот они все соединились вот здесь в одну точку. Вот я их все 4 моих складочки вот здесь вот встретились на плече. Вот теперь только мы можем
мы можем, или же заметать их, или же, в принципе, можем срезать. Вот это вот лишнее нам уже не нужно. Потом вы должны будете обработать вот это все оверлоком. Вот именно важно не вместе сшить, а потом обрабатывать, а важно, вот когда вы уже сложили вот эти вот складочки, заметали или сделали строчку и обработали оверлоком. В сложенном вот в таком состоянии. Когда у вас уже вот этот край обработан, для чего нужно? Потому что потом вам нужно будет этот шовчик разгладить на две стороны, разутюжить. Вот. Потом мы берем и складываем. Вот так вот, когда оно уже обработано, я сразу вот этот мой участок, я его заметаю. У вас оно уже будет обработано, и вам оно будет держаться, вам будет это сделать проще. Но у меня плюс ко всему еще и шифон, он такой весь воздушный, разваливается. Ну вот вы сейчас все поймете. Соединили наше плечико. Что мы видим? Мы видим вот на плече, допустим, я выворачиваю, вот мои складки приходят в одну точку, но у меня вот здесь вот четкий, вот такой как обрез формы, то есть он не лежит по форме плеча, поэтому мне нужно вот в этой зоне по прямой линии отложить 3 сантиметра, вот здесь вот, как раз по центру, по нашей оси. Вы предварительно вот этот вот шовчик сострочили и утюжком разгладили. И тогда просто будет, вот у меня 3 сантиметра, это я совмещаю с нашей точечкой. Вот я раскрыла. И вот здесь я совмещаю вот эти вот 3 сантиметра. Вот они как раз попадают вот сюда, на вот эту мою точку, на этот мой веер склад. Вот. И как раз вот то, что мы поддернули вот этот вот наш 3-сантиметровый размер вверх к плечу, нам и дало возможность вот этого вот объемчика для придание формы плеча. Вот этот вот поддернутая вот эта вот складочка, мы ее перестрачиваем. Вот здесь вот участок 1,5 сантиметра совмещаем с нашим шовчиком. Вот здесь делаем перестрочку. Вот как раз оно попадает вот здесь между тканями, вот здесь вот. Вот вы видите, как раз вот этот вот поддернутый участочек, он нам и дает вот такой здесь объемчик, вот эту вот форму нашего плеча. И вот эта вот складочка, она зафиксирована вот здесь между передом и спинкой, четко по шву стачивания. Вот и здесь тоже вот как раз вот этот мой чудесный рукавчик, вот мое крылышко. Специально сделала из шифона эту оборочку, вот для того, чтобы вас вдохновить, настолько нежно и мило это может смотреться на блузе, допустим, шелковой, вот такое красивое воздушное шифоновое завершение верха. Вот эта складка, она и создала разворот наших 4 склад. То есть если первоначально склады, вот они вот так вот ровно, ну, достаточно закладываются, но когда входит, появляется вот эта наша складка,
то соответственно, и наши склады, вот они уже изменяют свое направление. То есть они вот уже у меня совсем по-другому стали раскрываться за счет вот этой вот нашей 3-сантиметровой складочки внутренней. Про эту складку главное не забывать. Так, ну а все остальное достаточно просто, как всегда. Друзья, у вас в гардеробе наверняка есть маечки, блузочки, которые стали обыденными и поднадоели. Вы захотели их освежить, приобрели 1,30 м кружева, сложили вот таким чудесным образом, и у вас блуза стала нарядная майка, и вы поднимаете настроение себе и окружающим. Я надеюсь, что вот эта моя блуза, моя деталь внесет в ваш гардероб такой чудесный нарядный элемент. Если вам понравилось, пишите обязательно в комментариях свое мнение. Для меня это очень важно для подготовки дальнейших сюжетов. Всего вам доброго, до новых встреч на канале Мода с Владанной. К лету готово!